Российский стратегический бомбардировщик сбит. Израиль наносит удар по Ирану, а в Кремле не собираются делать паузы в обстрелах жилых домов. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. По центру Днепра и в Синельниково Днепропетровской области российские ракети снова обстреляли жилые дома. Есть погибшие и раненые. Прокинулася від вибуху, побачила, що в дворі дим, горить щось. В Польше задерживают российских шпионов практически пачками. Значительная часть политических убийств является инициативой сумасшедших одиночек. Израиль обстрелял Иран. По ядерным объектам вроде как и не целились, но ситуация настораживает. Будет возможность ответного удара современными ракетами, и ядерные базы этого режима будут нацелены. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Это уже привычное нам действие. А еще не забывайте про кнопку «Супер спасибо». Так вы сможете поддержать нашу работу. Поехали. Оккупанты ударили по Днепру и области. На момент записи видео известно о гибели 2 человек в Днепре и 9 человек в Синельниково. Из них 3 детей, еще 29 человек в области пострадали. Кількість постраждалих буде уточнюватися, так як розбираються завали і ДСНС обслідують квартири житлового будинку. Також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Через некоторое время журналисты сообщали о том, что у дома, в который прилетела ракета, обрушилась стена. Прокинулася від вибуху, побачила, що в дворі дим, горить щось. Вийшла на вулицю, дивилася на своїх сусідів, роздивилася, що коїться. Сусіди, чоловіки вийшли, почали допомагати розбирати каміння, розбирати, щоб можна було двері відкрити в під'їздах. В Кремле не собираются делать пауз в обстрелах даже на время переговоров с Украиной. Об этом говорит глава Российского министерства иностранных дел. Да и что говорить с Зеленским? Он ведь сам себе запретил вести переговоры. Да и Швейцария не подходит для этого совсем, говорит Лавров. В отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать. А под реалиями на земле я имею в виду не только дислокацию и линию соприкосновения, но и наличие у нас поправок в Конституцию, наличие 4 новых, старых, исконных наших регионов. Это все должны прекрасно понимать. То, что они этого не понимают, и не только не понимают, но и даже не готовы каких-то гипотетических компромиссов искать, это тоже абсолютно ясно. Ну, без пауз так без пауз, повторили в украинской разведке и снесли российский стратегический бомбардировщик. Российский самолет отстрелялся по Украине и упал в Ставропольском крае. Один из 2 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 после выполнения так называемого боевого задания во время возвращения на аэродром упал. Минобороны РФ назвала предварительной причиной техническую неисправность. А в украинской разведке заявили, что провели успешную операцию совместно с воздушными силами вооруженных сил Украины. Как доказательство в разведке приводят вот такое видео. Вскоре стало известно, что из 4 членов экипажа 2 летчиков погибли. В разведке добавляют, что поразить самолет удалось теми же средствами, что и предыдущие над Азовским морем. Ну, напевно, це Путін, коли буде коментувати, що сталося з його стратегічним бомбардувальником, то він скаже, ну, якби он упав. Ми можемо констатувати, так, успішно
операція Головного управління розвідки у взаємодії з повітряними силами. І результативна операція. Знищено літак стратегічної авіації противника. Вперше під час виконання бойового завдання, власне, в повітрі за період повномасштабного вторгнення. І знищено під час виконання бойового завдання, тобто інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутись. І це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні. В цілому операція була певним повтором, з урахуванням, звичайно, операції «Гурмо» по збиттю літака А-50, який відбувся нещодавно. Так, відстань цього разу іще більше. Нагадаємо, що мова йде про відстань близько 300 кілометрів від українського кордону. Це справді знакова операція, знаковий результат для України. Что это означает стратегически и на что повлияет уничтожение одного бомбардировщика? Очевидно, ущерб не катастрофический, но ощутимый. Это все говорит о том, что увеличиваются наши способности. Как следствие, мы можем доставать гораздо дальше и угрожать уже и стратегической авиации. Причем не только в воздухе, а больше на земле. Потому что аэродром в Оленье теперь не является недостижимой целью для украинских дронов, которые, я думаю, будут применены. О том, действительно ли российский дорогостоящий бомбардировщик могли сбить из еще советской, хоть и модифицированной системы С-200, которая уже сбивала самолет А-50, мы спросили у генерал-лейтенанта в отставке и экс-замкомандующего украинским генштабом Игоря Романенко. Вот с такими параметрами воздушную цель уничтожить — это серьезное достижение с учетом того, что имеют наши системы противовоздушной и противоракетной обороны. Мы видим, по примеру, какие последствия повлекло за собой уничтожение А-50. То есть они сейчас не используются, это значительно понизило потенциал воздушной разведки, и не только воздушный, потому что А-50 мог разведывать цели воздушные, наземные и морские. То есть здесь уменьшилась возможности проведения такого рода разведки. А кроме этого, он занимался управлением во время применения других воздушных средств, самолетов стратегических, самолетов тактической авиации, морской авиации, и это тоже важно. Ту-22 есть носители ракет Х-22, это очень непростые ракеты, хотя старые, но они скоростные. И до этого где-то в начале войны появилось сначала сведения относительно того, что что-то удавалось сбивать, потом сказали, что это сложно, невозможно. И теперь вот при отражении этого последнего удара официально доводились от представителей командующего воздушных сил генерала Лещука, что сбили 2 такие ракеты, сложные для зенитных ракетных войск воздушных сил, а также и непосредственно сам носитель Ту-22М3. Уничтожение носителя — это рациональный и эффективный путь до того, как пускали ракеты. Якобы в данном случае уничтожили сначала ракеты, которые были пущены, а потом, очевидно, имея в виду, что никто ничего уже его не достанет, он там возвращался и в это время был уничтожен зенитно-ракетным комплексом. Большая вероятность того, что это было сделано комплексом С-200. Как Россия будет возмещать потерю в рядах ВКС и что может измениться в поведении оккупантов теперь? Продолжим с Игорем Романенко. Конечно, это стратегические ситуации меняют, каким образом они их не смогут применять, как это было раньше. Даже если у них действительно остаются еще, но они будут уже не подлетать на такие, так сказать, дистанции, как это делали ранее, будут пока разбираться, что это, откуда и как. Все это пауза в применении противником средств поражения. То есть для нас определенная пауза, для нас это значит, что снижение их ударного потенциала, и это играет очень серьезную роль в подготовке и ведении боевых действий. В Польше задерживают российских шпионов. Один такой даже готовил покушение на Зеленского.
поляк, который передавал данные о безопасности в аэропорту на востоке Польши, которым часто пользуются официальные лица, и в том числе и президент Украины. Он арестован и отправлен под стражу. Грозит ему 8 лет лишения свободы. Польские органы безопасности сработали хорошо вместе с украинскими. В прокуратуре говорят, что этот человек мог помогать России в планировании покушения на Владимира Зеленского. А Дональд Туск назвал сумасшедшим. Даже если мы имеем дело лишь с отдельным случаем сумасшедшего, значительная часть политических убийств является инициативой сумасшедших одиночек. Мы можем осознавать, что особенно в это время мы должны быть сосредоточены на вопросах безопасности. Кроме того, в Польше задержаны 2 подозреваемых в нападении на бывшего главу штабов Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе. Об этом сообщил президент Литвы на пресс-конференции. Польша задержала 2 человек, подозреваемых в нападении на лидера российской оппозиции Леонида Волкова. Я благодарю Польскую Республику за отличную работу. Я обсуждал это с президентом Польши Анджеем Дудой. Я поблагодарил его за прекрасное сотрудничество и в то же время хочу поблагодарить наших специалистов уголовной разведки, которые проделали первоначальную, самую важную подготовительную работу. Итак, в ближайшее время после проведения процессуальных действий эти лица будут экстрадированы в Литовскую Республику. Пока я не могу ответить на этот вопрос и не могу прокомментировать, кто конкретно эти люди. Личности не раскрывают, подозреваемых передадут Литве, а сам Волков никак не комментирует и говорит, что подробностей пока не знает. Израиль нанес ответный удар по территории Ирана после серии взрывов недалеко от крупной военной авиабазы, недалеко от города Исфахан. Об этом пишет CNN, ссылаясь на собственные источники. Иранское ПВО было приведено в работу. Информацию об ударе публикуют и местные медиа. Представитель Национального центра киберпространства Ирана заявил, что средства ПВО перехватили 3 дрона. Иранское агентство «Фарс» называет возможной целью атаки военный радар, расположенный недалеко от аэропорта Исфахана. В целом, несколько аэропортов Ирана были закрыты с самого утра пятницы, судя по данным сайтов по отслеживанию полетов. Ядерные объекты не пострадали, а накануне командующий подразделением, который отвечает за охрану ядерных объектов, предостерегал Израиль от ударов и даже угрожал изменением ядерной программы Ирана. Если какая-либо угроза или действие против ядерных объектов нашей страны будет предпринято сионистским режимом и использовано в качестве инструмента давления на Исламскую Республику, то для Исламской Республики станет возможным пересмотреть свою ядерную доктрину и политику и отклониться от ранее объявленных соображений. Для Исламской Республики и вооруженных сил существует возможность того, что если будет какая-либо угроза или действие со стороны фальшивого сионистского режима против наших ядерных центров и ядерных объектов, то будет возможность ответного удара современными ракетами, и ядерные базы этого режима будут нацелены. Вместе с тем, эксперты говорят, что Иран не будет наносить удар в ответ, чтобы не продолжать эскалацию, или, по крайней мере, попытаются минимизировать последствия. Иранские государственные СМИ, похоже, преуменьшили значение этой атаки, заявив, что несколько небольших беспилотников были перехвачены иранской ПВО над Исфаханом. Это, по-видимому, указывает на то, что Иран стремится сойти с уступа, минимализировать последствия атаки и, возможно, вернуться назад по лестнице эскалации. Есть множество целей, которые Израиль мог поразить в Иране в окрестностях Исфахана, в том числе несколько лабораторий ядерных исследований. Неподалеку находится ядерный объект Натанс, а также производственные мощности для беспилотников и других современных баллистических ракет. Они выбрали эту цель, вероятно, потому, что она не относится ни к одному из этих объектов, и могли продемонстрировать, что хотя Израиль оставляет за собой право нанести удар по этим более чувствительным целям, они не собираются делать этого сегодня вечером. Если использовать бейсбольную аналогию, я бы назвал это быстрым ударом вверх и внутрь, чтобы отбросить бьющего назад, но не обязательно для того, чтобы действительно попасть в бьющего сегодня.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте про кнопочку «Супер спасибо». Не забывайте подписываться на наши каналы, это обязательно. И совсем ведь не сложно. Ну, а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.